Верно, на прошлом видео я остановился здесь. Я просто закрыл карту ИГА, и вот она. Сейчас я поищу еще несколько карт, но пока покажу еще одну. Итак, я вернусь к 2D виду. И я мог бы использовать, как я уже говорил, эту кнопку, но она будет там всегда. Я мог бы использовать эту кнопку и пролистывать карты, но на поиск нужный у меня все равно уйдет какое-то время. Или я могу просто навести курсор на правую часть экрана и переходить по одной карте за раз. Теперь вы видите, что мне предлагаются карты от Winholes, но я поищу что-нибудь более узнаваемое, верно? Вот одна из них. Я сразу ее узнаю, и если вы немного поищете в интернете, то тоже ее узнаете, зайдя на форумы по чип-тюнингу. Еще один признак того, что это нужная карта, размер 8×16. Размеры 8×16 и 12×16 часто используются для таких карт. Теперь я дважды нажму на эту карту. Видите, она стала серой, потому что я ее выбрал. Когда я закончу выбирать, она станет желтой. Вот она. Теперь я нажму на нее в центре, потому что знаю, что это такое. Это карта пожеланий или требований водителя. Я нажму на нее и еще знаю, что если я наведу курсор сюда, то эти цифры будут обозначать количество впрыскиваемого топлива. Другими словами, мне нужно увеличить обороты двигателя, чтобы машина ехала быстрее, поэтому мне нужно больше топлива. Вот это информация о том, как увеличить расход топлива. Теперь я должен вспомнить, что мы видели на другой карте. Карта ИГА показала максимальное значение 51. Так что я знаю, что ищу значение в этом регионе. Значит, 7000 это не 51-я цифра. Теперь, если я изменю 7000, то скажу себе, ну хорошо, что же мне делать? Если я назову это так, то вместо первой поставлю 0,1. Это изменит значение на 700. Все равно этого недостаточно. Так что если я изменю значение на 0,1. Давай вернемся назад и посмотрим. О, ну что же, вот что у нас здесь есть. У нас есть 70, у нас есть 46, 51, 53. Эти цифры звучат так, будто они могут составлять миллиграммы на удар. Они действительно звучат. Это похоже на цифры, которые могут быть количеством топлива. Итак, что я собираюсь сделать? Так это вернуться к описанию. И там я добавлю IQ просто потому, что мне лень вводить количество впрыска, а V вот так я буду вводить миллиграммы на каждый удар. Быстро оглянись вокруг. Доволен ли я тем, что у меня есть? Ну что же, я мог бы изменить его, чтобы убедиться, что на данный момент он показывает 70,0, но в данный момент я не собираюсь утруждать себя этим. Что я собираюсь сделать, так это оставить все как есть, чтобы я мог продолжить работу с осями X и Y. Вот тут-то я и предупредил людей в последнем видео. Не зацикливайтесь слишком сильно на X и Y. Легко сказать себе, о, это, наверное, X или Y, а потом кликнуть сюда. Но я, как новичок, советую вам этого не делать. Лучше нажмите ОК и избавьтесь от этого. Избавьтесь от него. А потом, когда вам понадобится посмотреть на одну из осей, просто кликните по ней. Так вы не запутаетесь, потому что откроется нужная ось. Это намного безопаснее для новичков, потому что вы не совершите глупых ошибок. Теперь давайте дважды кликнем по этой оси обороты в минуту. Вопрос в том, действительно ли это обороты в минуту. В прошлый раз у нас было до 54, и мы решили, что это обороты двигателя в минуту. В чем мы сомневались, так это в смещении коэффициента. Мы изменили его на единицу, так что я сделаю это снова. И теперь у нас вполне понятные обороты в минуту, не так ли? Есть зона холостого хода, которая, вероятно, связана с холостым ходом где-то в районе 1000 оборотов в минуту. И есть максимум, который хоть и немного завышен, но находится в правильном диапазоне. Вряд ли нам захочется регулярно раскручивать двигатель до таких оборотов, но они в правильном диапазоне. Так что все выглядит вполне разумно. Опять же, я мог бы перейти к оси X, чтобы получить другую ось, но я этого не сделаю. Я просто соглашусь с этим. Не буду менять точность. Просто проигнорирую ее, и она останется без десятичных знаков. Так что я оставлю все как есть и пойду взгляну вот на это. Так вот, здесь произошло то, что для меня уже автоматически введена некоторая информация.
Теперь, если я перейду на эту страницу, то все, что я сделаю, это нажму на педаль акселератора в процентах и поставлю там знак процента. Все правильно. Вот что это такое. А здесь внизу указано значение 0,1, что является правильным, потому что оно пытается преобразовать число в процент. Другими словами, если я передвину это число, давайте просто закроем его на минутку. Если я передвину это число сюда, если я изменю его на текст, я просто нажму «Удалить», и оно исчезнет. Если я посмотрю сюда и посмотрю на максимальные значения, которые у меня были, посмотрите на это. Они увеличатся на 100, 400, 1000, 2000, на 500 и так далее. И в итоге получилось 10 тысяч, а теперь получается 100. И это потому, что я не принял ни одного балла за свой коэффициент. И это превратило эти 10 тысяч в 100. Если бы компания Винол не сделала этого для меня, мне пришлось бы это сделать. Но она сделала это за меня. Так что, если я вернусь к этому вопросу, то да, я приму это как процентное соотношение педали акселератора. Именно столько я нажимаю на педаль. Единицы измерения как таковой не существует, не так ли? Мы будем называть это просто процентами. Я приму значение 0,1 и снова проигнорирую точность, потому что мне все равно, нажмешь ли ты педаль на 92,4%. И я вполне счастлив жить с теми цифрами, которые у меня есть в виде округленных чисел. Стоит отметить одну вещь. Каждый раз, когда у вас появляется окно свойств, у вас появляется поле для комментариев. Вы можете оставить здесь любой комментарий, который поможет вам вспомнить, что вы сделали. Если бы я был на вашем месте, то на первых порах поступал бы именно так. Я бы оставлял здесь несколько комментариев, в которых подробно описывал бы, что я сделал и зачем. Они вам точно не помешают, потому что если в будущем вы застрянете, то всегда сможете вернуться и посмотреть на карты, которые вы делали раньше. И вспомнить, какие комментарии вы оставляли. И, возможно, вы найдете полезный комментарий. Но опять же, я просто верну его на карту, а сейчас мы от него избавимся. Итак, у нас есть вторая карта, у нее есть адрес, мы дали ей название, желание водителя и можем сказать «да, все отлично». Теперь я хочу сделать кое-что еще, пока мы здесь, прежде чем закончить это видео. Я нажму на нее правой кнопкой мыши, потому что, если вы помните, в первом видео я говорил об изменениях, которые вы можете внести. Если я нажму на нее правой кнопкой мыши, то у меня появится несколько вариантов. Один из них, конечно, открыть окно свойств, но мы уже видели его. А еще я могу поменять местами оси X и Y. Вот оси обозначены как X и Y. Но обратите внимание, у меня есть возможность поменять их местами. Если я нажму на «Поменять местами оси», то они поменяются местами, и у меня появится совершенно другой вид. Этот двигатель превратился из находящегося здесь наверху в находящийся здесь внизу, а тот, который был здесь и имел обороты в минуту, теперь находится там наверху. Если я вернусь назад и снова поменяю ось, все снова будет так, как я хотел, чтобы это выглядело раньше. Так что никогда не зацикливайся на том, что такое X, а что такое Y, потому что это полностью зависит от того, как ты это устроишь в первую очередь. И еще одна вещь, которую я упоминал, это параллельные карты. Если я вернусь к этому вопросу, то мы получим параллельные карты. Если я нажму на параллельные карты, у меня появится возможность поиска параллельных карт. Теперь у тебя есть возможность выбрать, какую степень сходства ты хочешь получить. Я предлагаю тебе не менять это, потому что ты всегда будешь искать ту же карту где-нибудь в другом месте. Тебе вряд ли захочется, чтобы та же карта была где-то в другом месте, где она почти такая же, особенно если ты новичок. Так что я предлагаю тебе посмотреть и принять только те карты, которые по сути идентичны. И вот что мы сделали, так это нашли потенциальную карту в точке 6D222. Теперь у тебя есть один способ проверить в своем уме, насколько это вероятно. Подойди и взгляни на адрес на карте, который у тебя есть. Очень часто, когда люди создают эти 16-ячные дампы, они также размещают объекты параллельно друг другу с точки зрения количества.
Другими словами, смотрите, у нас есть 4D222, и дизайнеры просто перешли к следующему пустому месту в файле, но они не перешли к какому-то другому. Случайное место, но они направились к 6D2222. Верно, так что вполне вероятно, что это именно то же самое. Карта, но в другом месте. Итак, я собираюсь с этим смириться. Теперь я могу игнорировать эти поля, потому что большинство из них не задействованы, так как я не вносил никаких изменений. На самом деле я хочу изменить карту целиком, сохранив все данные и синхронизировав их. Описание доступа и название карты, очевидно, тоже нужно убрать, так что я просто скажу «Ок». И вот у меня есть две карты. Одна – карта желаний водителя, на которую я сейчас смотрю, и параллельная версия этой карты желаний водителя. Чтобы это доказать, я могу дважды щелкнуть мышью, и вот она. Вот другая версия. Вторая карта пытается спрятаться там внизу, и если я посмотрю на 16-ричный дамп выше, то увижу, что он автоматически перешел к другой версии. Есть причина, по которой он перешел именно туда, но об этом я расскажу позже. Он автоматически перешел туда, и эта версия выделена желтым, так как она уже есть в моих картах. Итак, у меня есть две карты, и информация на них одинаковая. Так что я просто нажму на них и удалю. И вы снова это увидите, потому что если я нажму на 2D-версию, вы сможете увидеть, что я там. Смотрите, я сейчас во втором блоке, а мы работали в этом блоке в AppShow. Так что на самом деле у меня есть карта в другом блоке, и я мог бы сделать то же самое с картой Иго. Я мог бы вернуться и сделать это для нее. И я могу сделать это в любой момент. Прямо сейчас, если я нажму на эту кнопку, я вернусь к этому моменту, а позже объясню, почему WinHolos так делает. WinHolos не всегда так делает, это настраиваемая функция, но пока я на этом остановлюсь.